Топает малыш, с мамой по дорожке милый стриж. Маленькие ножки не спеша, только для себя вердят. Топ, очень мешки, неизвестность первые шаги. А в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Он дарил людям счастье, но сам счастливым так и не стал. Сегодня имя гениального артиста-эксцентрика Бориса Амарантова почти забыто, но были времена, когда зрители самых разных уголков планеты устраивали ему продолжительные овации. Борис Георгиевич появился на свет в сентябре 1940 года. Он происходил из потомственного рода священников, воспитывался в строгости и с ранних лет отличался железной самодисциплиной и упорством. Несмотря на наличие серьезных волевых качеств характера, мальчик оставался неисправимым романтиком, сочинял стихи и тонко чувствовал прекрасное. Однажды, попав на кремлевскую елку, ребенок стал свидетелем выступления жонглера. Увиденное потрясло Борю. Подросток приступил к самостоятельным тренировкам и через некоторое время уже вовсю демонстрировал приятелям свое искусство. Кроме жонглирования, он упражнялся в комической импровизации и пантомиме. В выпускном классе парень выиграл конкурс самодеятельности и получил почетное право выступить в парке Горького в рамках Московского фестиваля молодежи и студентов. Единственное учебное заведение, в котором видел себя юноша, это Государственное эстрадно-цирковое училище, которое напористый абитуриент взял штурмом с 6-й попытки. В тот год среди членов приемной комиссии присутствовал Леонид Ингебаров. Он предложил поступающему необычное испытание – 5 минут удерживать ложку на носу. Борис с предметом на лице искусно балансировал в 4 раза дольше, после чего его согласились зачислить. Одним из наставников студента был Сергей Каштелян. В содружестве с Сергеем Андреевичем Амарантов создал дипломный номер «Ке-ля-ля» на музыку популярной неаполитанской песни тех лет. Перед изумленной публикой предстал обаятельный молодой человек в узком черном трико. Из реквизита у него имелись зонт, чемоданчик и шляпа, а из выразительных средств – уникальная гибкость, потрясающая музыкальность и невероятная артистическая органика. Мим двигался в луче прожектора как бы играючи, казалось, ему не составит труда в один миг оторваться от земли. Крошечный двухминутный этюд заставил присутствующих затаить дыхание и осознать, что они стали свидетелями маленького чуда. После блестящего окончания училища и победы на международном молодежном фестивале в Хельсинки со злободневным номером «Атомщик доигрался» Борис пару лет проработал в цирке. С 1964 года жонглирующий мим перевелся в Росконцерт и объездил с гастролями полмира. Его миниатюрам аплодировали зрители Болгарии, Кубы, ГДР, Швеции и Японии. Мировая пресса и жюри престижных эстрадных конкурсов единогласно признавали Амарантова лучшим из артистов, работающих в жанре эксцентрики. Номера с участием Бориса Георгиевича украшали все правительственные концерты, вечера творчества и музыкальные телепрограммы. С начала 60-х фотогеничного актера стали приглашать сниматься в кино. В «Голубом огоньке» 1964 года он выступил с пантомимой «Берегите мир». Год спустя, в социальной драме «На завтрашней улице», артист сыграл сам себя, исполнив номер «Трагедия шофера». В
В 1967 Амарантов получил от кинематографистов еще более интересное предложение. В приключенческой картине «Попутного ветра. Синяя птица» режиссер Михаил Ершов доверил Миму сыграть главную роль контрабандиста-итальянца Ларимура. Я Ларимур! В 70-м актер закрепил успех, снявшись в музыкальной сказке «Любовь к 3 апельсинам» в образе меланхоличного принца Тартальо. Нет, нет, это злой обман. Ты обещал нам не сниться. На тебе ни за что. Последнее появление Бориса на широком экране состоялось в 1974 году, когда он снялся в эпизоде комедии «Большой аттракцион». Его коллегами по проекту стали Наталья Варлей, Георгий Вицин, Татьяна Пельцер и Евгений Моргунов. Кто там? Мечтой Бориса Георгиевича было создание театра пантомимы. Его идею поддержали известные отечественные режиссеры Марк Донской и Григорий Чухрай. Театр открылся, и представления в нем пользовались огромным спросом. К сожалению, некоторым чиновникам это казалось не по нраву, и Амарантова вынудили покинуть собственное детище. Артист искал справедливости у властей, перебивался случайными заработками, а в 1977 от безысходности подал прошение на выезд из страны. Эмиграция в США облегчения не принесла. В Штатах искусство прочно срослось с коммерцией, и одного таланта явно было недостаточно. Для полноценной реализации требовались деньги и связи, которых у артиста не было. Разочаровавшись в идеалах нового света, актер переехал во Францию. Здесь, в статусе вольнослужителя, он посещал школу пантомимы знаменитого Марселя Марсо. Тем временем в Советском Союзе наступала новая эпоха. Страну лихорадило от перестройки, и Амарантов принял решение вернуться. Он надеялся на перемену отношения к себе и своему искусству, но вышло с точностью да наоборот. Друзья, коллеги и даже ближайшие родственники восприняли его приезд в штыки. Обескураженный артист впал в отчаяние. В марте 1987-го, буквально через несколько дней после возвращения из эмиграции, мужчина скончался. Обстоятельства его смерти до сих пор вызывают споры. Удивительного советского мима похоронили на Востряковском погосте Москвы по соседству с любимой мамой. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.